Всем привет! Школьники попросили порешать нормальные задачи. Вот нормальная, практически по ГОСТу, взятая из экзамена ЕГЭ задача. Что дано? Дан прямоугольный треугольник АБС, в него вписана окружность радиуса 6. Затем проведена прямая МК перпендикулярная БС, и в полученный треугольник МКБ снова вписана окружность радиуса 4. Нужно найти площадь этого треугольника. Два радиуса 6 и 4. Найти площадь. Ну что ж, попробуйте решить. Тогда вы точно сдадите это ЕГЭ. Ну, я буду немножко останавливаться на каких-то школьных моментах при решении этой задачи. Ну вот первым шагом я отмечу, что две окружности вписаны в угол Б. А где лежит центр окружности, вписанный в угол? Он лежит на биссектрисе угла. На точке О1 и О2 центры окружностей лежат на биссектрисе угла Б. Вот я из Б тогда проведу эту биссектрису. То, что эта биссектриса для моего решения не сильно понадобится, хотя отметить это можно. Тогда возникнет тригонометрическое решение. Итак, у нас радиус первый равен 6, радиус второй равен 4, и нужно найти площадь треугольника АБС. Первый шаг решения сделан. БО1 биссектриса. БО1 биссектриса угла Б. Важно, что точки О1, О2 и Б лежат на одной прямой, иначе такой чертеж у нас не получится. Какой шаг номер 2? Ну, номер 2 шаг всем известный. Надо проводить радиусы в точке касания. Вот я проведу пока два радиуса. Вот так. Обозначу их какими-то буквами. Вот так. И вот так радиусы перпендикулярны касательной. Это отмечает школьник в своем решении. Пусть это будет Т и это П. Все. Значит, вторым шагом я провел радиусы. О1Т будет 6, О2П будет 4. Я запишу это. О1Т равно 6, О2П равно 4. И у нас получились два подобных прямоугольных треугольника. Видите их? Сейчас я их выделю каким-то цветом. Вот этот треугольник, узенький, длинный, будет подобен вот этому треугольнику. Ну почему? По двум углам. Это прямоугольные треугольники. Поэтому третьим действием я запишу, что можно заметить, что треугольник У1ТБ подобен треугольнику О2ПБ. О2ПБ. По двум углам. Вот этот уголок у них общий, у этих треугольников, правильно? Теперь что следует из подобия треугольников? Это уже четвертое действие. Ну, пропорционально соответствующих сторон. О1Т, катет, лежащий против синего угла, относится к О2П. О2П катету как? А дальше что? Как ТБ, второй катет первого треугольника к ПБ. Нормально все? Нормально. Кое-что придется достроить здесь, наверное. Смотрите, что я проведу. Я проведу еще вот один радиус, точку касания. И здесь проведу радиус, точку касания. Вообще говоря, здесь получаются у нас квадратики. Вот так. У нас получается слева квадратик. Вот его вершинки О1ТК, там букву даже давать не буду. И справа квадратик О2ПК и четвертая вершинка. И эти радиусы равны тоже 6 и 4. В силу того, что указанные фигурки, как мы сказали, квадратики, ТК будет 6, хотя и без этих квадратиков это почти понятно, и это 4. Таким образом, мне остается принять PB за x и переписать эту пропорцию.
О1Т– это 6. Относится к О2П– это 4. Как ТБ– это будет 6 плюс 4 плюс х плюс 10. Относится к ПБ– это х. Ну все. 6х равно 4х плюс 40. Откуда 2х равно 40 и х равен 20. Здорово. Х равен 20. Тогда я отмечу, что ТБ будет 20 плюс 10, 30. Значит, можно сказать, что ТБ равно 6 плюс 4 плюс 20, 30. Вроде бы все хорошо. Какое действие будет номер 5? Вот действием номер 5 я бы нашел отрезок FB. Отрезки касательных, проведенных из одной точки B к большой красной окружности, равны между собой. Это отметим в решении. BF равно BT и равно 30. Это 30. Что дальше? Дальше я проведу еще один радиус в точку касания вот из центра О1. Получается снова четырехугольник, у которого все углы прямые. Давайте я букву все-таки какую-то дам. Какую букву здесь дадим? Ж. Нет, Ж плохо писать будем. Е дадим. Получается СЕО1Т квадрат. Значит, шестое действие СЕО1Т это квадрат. Квадрат. Ну, сразу это четырехугольник, у которого все углы прямые. Вот здесь же прямой уголок, значит, четвертый угол прямой, значит, прямоугольник. А поскольку соседние его стороны равны, ну, хотя бы вот эти радиусы 6 и 6, то это квадрат. Тогда СТ будет 6, и ЕС будет 6. Значит, я это запишу. ЕС равно 6, и СТ равно 6. Откуда следует, что все ЦБ равно 30 плюс 6, 36. Ну, как видите, действительно задачка. Будь здоров, приходится много писать, хотя все прозрачно. Это не эвристическая задача, не олимпиадная, ГОСТовская, я бы сказал. Это 36. Ну, что остается? Отметить, что отрезки касательных, проведенных из одной точки А к окружности, равны между собой. Вот этот отрезок равен х, и вот этот отрезок равен х. Это я запишу седьмым действием. АЕ равно АФ и равно х. Ну и теперь остается составить теорему Пифагора. Наверное, составлю это сразу же в седьмом действии. Напишу АС в квадрате плюс БС в квадрате равно АБ в квадрате. И тогда у нас получится, что х плюс 6 в квадрате, вот все это у нас х плюс 6, верно? Плюс 36 в квадрате равно 30 и плюс х в квадрате, или х плюс 30 в квадрате. Ну что, будем считать? Будем. Х в квадрате плюс 12, х плюс 36. Мне какой-то зарубежный блогер там критиковал, говорит, пишите поровнее. На стеклянном экране планшета не очень-то напишешь ровнее. 60х плюс 30 в квадрате 900. Ну, пишу пока 30 в квадрате. И что получается? Х квадрат взаимно уничтожается. Приводим подобные. Получается 48х равно 36 плюс 36 в квадрате минус 30 в квадрате. Тогда я получу 36 плюс 36 минус 30, разность квадратов. Это будет 6 умноженное на 66. Ну, теперь можно уже сокращать. 48 на 12, 36 на 12, здесь на 12 и так далее. Одним словом, я получаю девяточку. Х равно 9.
Итак, х равен 9, 9 плюс 6 – это у нас 15. Все. Итак, я переведу сейчас красным и жирным, что у нас один катет 36, второй катет у нас 15. Я теперь восьмым действием найду эту площадь. Восьмое действие. САБЦ – это половина произведения катетов. Ну, я сразу 15 умножу на 36, разделю пополам. Получается 15 умножить на 18. Это будет 15 умноженное на 2 и на 9. 39 – 270. Это и есть ответ на вопрос задачи. Как видите, мы иногда рассматриваем задачи, которые входят в экзамены, в частности, такой экзамен, как ЕГЭ. Там есть еще пункт А, в котором что-то нужно доказать, несложное, но мы это опустили. И вот мы решали пункт Б, найти площадь этого треугольника. Напишите, какое у вас решение получилось. Может, покороче, может, тригонометрическое будет короче. А я всех благодарю, кто досмотрел до конца. Надеюсь, что этот ролик окажется полезным для школьников, которые готовятся к экзаменам. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.